Друзья, сегодня я вам покажу, какие я шила ботиночки для своей дочки. Наступили холода, как-то стало некомфортно ножкам. Взяла обычный ее ботинок, который она носит, обвела ступню, и это будет наша выкройка. Сейчас мы сделаем верхнюю часть, и начнем шить сапожки. Это все делается быстро и легко, даже если у вас нет навыков никаких. Вы же женщина, а женщина все умеет. Даже коней на скаку останавливает. Дальше разрезаем мы эту подошву почти до конца и разводим. Если вы хотите, чтобы они побольше получились, пошире, то вы можете развести широко. Я делаю прямо по ноге, поэтому развела сантиметров на 5. Обводим, и просто нам надо обвести вверх. И дальше вот так пойти чуть-чуть, просто как по касательной, даже не по касательной, но развести нам надо выкройку, чтобы получились у нас вот эти бортики, как их назвать-то. Вот это у нас сейчас мы нарисовали, зад будет. Даже не могу вам назвать эту деталь. Главное сделать ее, чтобы она была одинакового по размеру. Вот 3,5 я отложила, и с этой стороны 3,5. И дальше высоту делаем, как-то высота подъема, да, как начинается, где она. Вот я измерила здесь, получилось, не знаю сколько там, не помню, не видела. И также 3,5 отложить с этих сторон. И теперь вот так соединить эти точечки. И у нас получается с вами вот такая загадочная деталь буковкой L. Мы ничего больше не вымеряем, потому что она и так подойдет у нас. Потому что практически обвели нашу стельку. Теперь мы вырезаем это все. И начнем выкраивать на ткани. Ткань я взяла флис, розовый флис. Потому что он мягенький, приятненький. Стельку, да, стельку можно сделать какую-нибудь такую, как непромокаемую, да, из эко-кожи, еще из чего-то. Я сделала двойную стельку из флиса, чтобы было мягко и удобно ходить. Ваш выбор и фантазия не имеют никаких границ. Дальше мы вот эту стельку, которую я разрезала, еще разочек нарисуем на бумаге, потому что она нам пригодится еще для выкраивания. Просто ее вырежем, обведем и вырежем, ничего нигде не разводя. Вот такая незамысловатая выкройка у нас. Если вы поставите ногу и обведете ступню, то я думаю, что припуски какие-то надо будет делать, и будут башмачки не как раз. Поэтому лучше взять какой-нибудь кроссовок, чтобы его обвести. Берем флис и в 2 сложения его складываем и выкраиваем. Делая еще плюс припуски. Вот припуски я там даю где-то 0,7 сантиметров на шов. Потому что, да, кроссовок вроде бы большой, но в окончательном варианте все-таки нужны припуски нам, чтобы на шитье было. Вырезаем детальку. Это у нас одна деталька. Нам надо таких 4 деталей. Карандаш плохо видно. Я выкройку подложу и отрежу. Так, дальше мы берем выкройку вот этой части незамысловатой и обведем ее. Тоже с припусками. Все делаем с припусками. Флис вы можете взять 2 цветов, то есть у вас внутри будет один цвет, а снаружи другой, так, чтобы поинтереснее было. Это просто моя идея, не моя идея, для вас идея.
также вырезаем. Это я положила, чтобы вы видели, да, что там припуски есть. Везде припуски, по всей детали. И даже в серединке. Дальше мы измеряем расстояние, вот где у нас будет нога входить, вот это расстояние, 11 где-то, да, получилось. И начинаем чертить прямоугольник. Значит, он у нас будет по длине, ну, сделаем сантиметров 25, сделаем на все припуски на швы. И по высоте 20 сантиметров, я потому что хочу собрать на резинку его. И потом еще с заворотом сделать. 20 сантиметров хватит как раз. Нога у моей дочки, какой размер? 13,5 сантиметров. Вот. Если вам вдруг нужна будет выкройка, вы не захотите строить, вы пишите, я на сайте выложу. На сайте вот ссылочки, знаете, где я пишу, написано под видео «Еще». Нажимаете на эту кнопочку, и у вас открывается страничка снизу, окошечко, а в нем написаны все ссылки, какие я даю. Это я говорю для тех, кто пишет в комментариях «Не вижу ссылку», а ссылки все там, и приходится вручную искать эти ссылки и писать в комментарии. Вы знаете, я поняла, что времени у меня на это уже не хватает, поэтому я вам объясняю, где эти ссылки находятся. Вот, видите, 10 сантиметров в сгибе у нас получилось, со сгибом. Здесь 25. Ну и второй ботиночек крается точно так же. В принципе, мы с вами раскроили для второго ботиночка уже прямоугольник. Нам осталось только 2 стельки и 2 детальки сделать из... Ну вот эти 2 стельки и верх. Нет, не вверх, опять не так выразилась. И вот подошва, и ну, вот как на подъем идет, я не знаю, как она называется, я не обувщик. Вот она деталька, буквой L. Назовем ее буква L. И ее теперь выкраиваем. То есть так, вы поняли, 4 детали стельки, 4 детали буквы L и 2 детали прямоугольника. Все, что нам надо. Так, я даже не замерила, сколько у меня ушло ткани, но я покупала метр. Я себе еще хочу сшить такие же ботиночки тепленькие. У меня там осталось очень много, еще сантиметров 80 осталось. Нет, не 80. Сантиметров 70 осталось. Ну, процесс раскроя завершен. Далее мы начнем шить. Сначала мы пристрочим резиночку посерединке к нашим прямоугольникам. Главное здесь не перепутать внутреннюю сторону башмачка. Они потому что слегка одинаковые, но в принципе выпуклость там видна. Поэтому, пожалуйста, не запутайтесь. Возьмем прямоугольничек. Вот так вот резинкой пошла. И резинку прям посерединке, начиная не от начала прямо, а так я отступила слегка. Можно было и от начала это все делать. Я думала, она соберет сильнее, но она как-то собрала не очень сильно. Так вот растянулась. Наверное, в процессе шитья. Просто обычной прямой строчкой. Раньше я зигзагом пристрачивала, а это просто пристрочила обычной строчкой. Растягивая очень сильно, натянуть ее надо. Не до конца я ее пришивала тоже так. Я просто пришила сантиметров
15, наверное, этой резинки. Вот так вот. Вот. Для того, чтобы она стянула этот верх. Далее мы берем букву L и лицо с лицом складывая, вот так растягиваем, начинаем пришивать. Ну, вот это 0,7 сантиметров у нас будет припуск. Вот строчка пойдет 0,7 сантиметров от края. Пришиваем с одной стороны прямоугольника. И то же самое с другой стороны прямоугольника мы сделаем. Берем вторую детальку L и также лицо к лицу. Там на флисе видно, где лицо, он такой, получается, изнанка прямая, да, без ворсинок, а лицо с ворсинками. Поэтому тут не запутаешься во флисе. Пришиваем. Также две детальки эти стачиваем. Это самый простой способ, потому что если вы сошьете этот прямоугольник вместе, а потом будете вшивать по кругу, то там может съехать куда-то, переехать, и получится кривой башмак. Поэтому вот это самый лучший способ. И теперь одной строчкой мы застрачиваем нашу задний шов. Просто смотрите, чтобы все швы были друг с другом соединены одинаково, чтобы никуда ничего не съехало. Что-то я там застряла. Что там такое? Так, теперь срезаем все лишнее, чтобы у нас сзади не мешалось ничего. И выворачиваем. Как выворачиваем? Вот делаем сгиб делаем посерединке. Вот так вот соединяем все вместе. Можно закрепить шов внутри, вот где у нас буква L соединяется с прямоугольником. А можно просто все две детальки вместе сшить. Вот я их сейчас вместе соберу и прям по всему периметру прострочу. По всей вот этой длине. Вот так соединяем и по краешку строчку прокладываем, чтобы они уже при сшивании никуда не съехали. Чтобы уж были вместе навсегда. И при стирке, и вообще. Постельку я буду швом наружу делать, потому что дочери шибко не нравится, когда внутри какие-то попадаются строчки, не строчки, а непонятности шершавые. Она у нас не любитель вообще вещей, как Маугли. Ну, не оденешь человека. Как так можно, вообще не понимаю. Как на нее наряды одевать, не знаю. Ждала дочку, а тут, понимаешь ли, ничего не оденешь на нее. Стельку мы тоже друг с другом соединим сейчас. И чтобы тоже детальки никуда не делись. Потом вместе все это прострочим без выворачивания. Просто. И я обметаю на машинке сразу. Я пристрочу сразу вместе. Потом обметаю на машинке, чтобы можно, в принципе, какой-нибудь косой бейкой обшить. Можно, не знаю, еще что можно сделать. Но я сделала так. Холода вдруг неожиданно наступили. Как это всегда бывает, все неожиданно приходит. Зима неожиданно приходит. Испытания неожиданно приходят в нашу жизнь. Так,
Да, стельку тоже не перепутайте, где у нас вот это вот, как это назвать? Ну, в принципе, на стельке тоже есть вот эта выемка, которая есть и сверху. Поэтому не запутайтесь, ее видно. Теперь мы соединяем подошву друг с другом. Там, в принципе, все видно, потому что можно засечки делать, носить, вот, чтобы соединять их, и подошву, и вот эту нашу верхнюю часть. Но так как мы не сильно раздвинули, у нас она не сильно изменилась, деформировалась, поэтому практически стелька такая же, как и верх. То есть нога там не будет болтыхаться, его можно носить на голую ногу, не с носком, а просто на голую ногу. Этот ботинок можно носить, и сваливаться он не будет. Если бы развели чуть побольше, то получилось бы и побольше бы они у нас получились. Вот такой у нас вариант сапога. Хотела сзади крылья пришить, но дочь уже одела их и пошла, поэтому прям пошла по столу. Крылья не успели пришиться. Будут носиться без крыльев. Так, теперь мы оверлогом обрабатываем шовчик этот. И любуемся результатом. Ну вот и весь процесс практически доступен любой маме, любой бабушке. Порадуйте своих близких. Сделайте им обновку. Украсить можно любыми вещами. Можно там и корону пришить, и крылья сзади пришить. Такие тоже из флиса, только белого цвета, например. Так, ну что я вам еще сказала? Еще у меня есть очень хороший курс про не ботиночки, а кеды для кукол. Если вдруг вам как-то надо, ссылка внизу будет под видео. Мы шьем и детям, и куклам, обуваем всех. Вот такие получились башмачки. Успешного вам творчества. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь. Благодарю вас за внимание. Пока-пока.